Всем привет! Если кто еще не знает, меня зовут Настя, и я сегодня записываю этот ролик для того, чтобы рассказать вам о том, каково же это жить за границей уже 2 месяца, какие есть негативные моменты, позитивные и так далее. Скажу сразу, что это действительно достаточно сложно, но тем не менее увлекательно, и я надеюсь, что мои истории помогут вам понять, каково же все-таки это жить за границей в такое непростое время. И для тех, кто, возможно, думает или уже пытается как-то переехать за границу, немножечко приоткроет эту завесу тайны и даст понять, что здесь не все так однозначно, не так все сложно, и на самом деле есть достаточно много классных моментов, которые возможно, кого-то сподвигнут на то, чтобы тоже подумать о таком непростом решении, как переезд. И в этом ролике я расскажу о моих первых трудностях, о менталитете в этой стране, о социальном климате и о многом другом. Так что продолжайте смотреть и не забывайте задавать интересующие вас вопросы в комментариях. И вот мы в Гдыне, в молодом, но стремительно развивающемся городе на севере Польши, расположенном на побережье Балтийского моря. Он входит в состав агломерации Тrójmiasto вместе с Гданьском и Сопотом. Переехала я сюда не одна, а со своим мужем и домашним питомцем-котиком, который, к сожалению, мне доставил немало трудностей при перевозке. Было просто много деталей, которые я не учла, когда вообще подготовила все документы для того, чтобы его сюда привезти. И если вы хотите узнать об этой истории более подробно, если у вас тоже есть домашние питомцы, которых вы собираетесь перевезти, то пишите об этом в комментариях, и я обязательно тогда сниму для вас отдельный ролик об этом. Когда я только сюда приехала, и, наверное, первой деталью, которая меня действительно очень сильно впечатлила, это чистота улиц. Польша оказалась невероятно уютной, люди здесь очень позитивные и расслабленные. Здесь совершенно другая атмосфера, нежели в моем родном городе Калининграде, хотя, казалось бы, города разделяют всего 200 километров. Поначалу в Польше мне было адаптироваться немного сложно. Например, я не знала, что здесь мусор сегрегируется так же, как и во всей Европе. И поэтому приходится его разделять аж на 5 категорий: на стекло, на металл, на пластик, на бумагу и на биомусор. Но, тем не менее, мне, привыкший в России иметь один мусорный бак под раковиной на кухне, который годился абсолютно для всего, все же удалось привыкнуть к этой системе в Польше. Оказалось, что в Польше по воскресеньям и по праздникам не работают почти все магазины, это касается и продуктовых, типа Ашана, Бедронки, Лидла, и каких-то магазинов одежды. Все абсолютно закрыто. И связано это с тем, что в Польше часто перерабатывают, и, собственно, правительство решило с этим мириться так. Хорошо, тогда в воскресенье и по праздникам работать не будет абсолютно никто. Конечно же, это не касается фрилансеров, которые работают абсолютно каждый день, но такие маленькие магазины, как, например, Жабка, моя любимая, всегда работает. И поэтому мы с моим мужем частенько, а точнее, может быть, парочку раз в день захаживаем туда для того, чтобы купить всяких прикольных вкусняшек. Да и вообще польские продукты занимают в моем сердце невероятно большое место, потому что здесь очень все вкусно, полезно и экологично. Многие польские производители придерживаются традиционных методов выращивания и производства, отдавая предпочтение органически чистым практикам. Так как Польша является членом Европейского Союза, здесь все соответствует строгим стандартам ЕС. И, конечно, невероятное разнообразие всевозможных вкусностей, импортированных со всех уголков Европы. Также в Польше очень популярен велосипед, и это невероятно круто. Здесь буквально на каждом шагу вы можете повстречать велосипедистов, которые катаются строго по велодорожкам. Они также имеют велопереходы, чего нет, например, в России, так как у нас по правилам дорожного движения не предусмотрены переезды на велосипеде через пешеходные переходы. А здесь для этого есть отведенная отдельная дорожка. Я, конечно, на велосипеде не каталась давненько. Возможно, последний раз это было лет в 6 или в 7. Но я себе уже пообещала, что хотя бы весной я точно попробую прокатиться, сяду на велосипед и вспомню, каково же это было. Мой муж пообещал, что сделает это вместе со мной. Поэтому ждите. Najpierw proszę o ложечку вишанки колыбельную.
По поводу языка. Усиленно я начала изучать польский 4 месяца назад, еще в Калининграде, с учителем. Но до этого у меня тоже был небольшой опыт в изучении языка, когда я училась в университете на кафедре филологии. К сожалению, я не знала, что польский мне пригодится в будущем, иначе я бы училась намного усерднее. Но, тем не менее, польский язык мне дается не так сложно, как я ожидала. На данный момент я уже имею уровень А1, что является достаточно неплохим результатом. И я думаю, что это прежде всего связано с тем, что многие синтаксические конструкции, какие-то выражения, слова очень похожи на русский. Правда, не всегда все так легко складывается. Например, у меня уже случалось несколько забавных казусов. На недавней встрече с друзьями я вслух начала восхищаться тем, какие же красивые здания в Польше, на что они начали реагировать весьма странно, так как оказалось, что слово «здание» обозначает у них слово «предложение». А, собственно, само слово «будынок» как раз и есть здание. И таких примеров в польском множество, что немного затрудняет изучение языка, но, тем не менее, это возможно. Сейчас мы с вами проедемся одну станцию на поезде и попадем в прекрасный город Сопот. Здесь достаточно много классных ресторанов, кафе, маленьких уютных магазинов. И я уже нашла несколько мест, которые полюбила с первого взгляда. Вот, например, одно из интересных кафе с потрясающей атмосферой, кофе и едой. Также я полюбила гулять здесь по пляжу, причем это приятно делать только весной или осенью, потому что пляжи свободны, солнце не печет и в лицо веет морской бриз. В такие моменты жизнь ощущается, конечно, по-другому, более свободно. И еще один интересный факт. В Польше, как и в остальных странах Европы, очень сильны традиции любви к животным. Собаки здесь считаются верными спутниками и друзьями, их здесь очень ценят за преданность и защиту. Для многих польских семей собака – это полноправный член семьи, и поэтому, гуляя по городу или по пляжу, вы то и дело будете натыкаться на этих пушистых ребят. Для многих это покажется удивительным, но несмотря на географическую близость и исторические корни, Россия и Польша имеют много различий в культурном плане. И, как известно, чтобы ассимилироваться в чужой стране, а тем более найти работу, нужно постоянно контактировать с местными. Мы с мужем видеографы, и для того, чтобы найти здесь работу, мы подумали, что хорошей идеей будет написать ближайшим кафе и ресторанам предложением снять им рекламный ролик. И первой сложностью, с которой мы столкнулись, это была переписка, а точнее ее отсутствие. Дело в том, что нам никто не отвечал, и оказалось, это связано с тем, что в Польше люди очень ценят личное общение и чаще всего не тратят время на долгие переписки, только если они не носят сугубо формальный характер. Шли дни, работу все не получалось найти, и, конечно, я грустила, иногда я плакала. Мне было обидно, что все не так просто. Те схемы, которые работали в России, здесь, к сожалению, не работают. Но в эти моменты я просто брала себя в руки, вспоминала, почему я здесь оказалась, зачем я здесь оказалась и чего я хочу добиться. И мы с моим мужем решили пойти ва-банк и начали общаться с директорами и администраторами ресторанов напрямую, в живом общении. И что вы думаете? Это сработало. Конечно, это более сложный процесс, нежели просто написывать всем на e-mail. Здесь приходится общаться лично, на польском языке, что делает в основном мой муж, так как он знает польский намного лучше меня. Мне бы это далось с большим трудом, но тем не менее я надеюсь, что в будущем я буду тоже вести эти переговоры, так как язык у меня все-таки прокачивается, это супер, я это чувствую. По поводу друзей, здесь их завести в принципе не так сложно. Большинство поляков открытые, добрые, и я в этом убедилась, когда пошла на день открытых дверей в танцевальную студию. Там я познакомилась с крутыми девчонками и еще раз убедилась в том, что танцы — это универсальный язык общения, и он меня никогда не подводил. Наверное, самое основное, что я поняла за эти пару месяцев, это то, что я наконец-таки стала более самостоятельной и гибкой. Я поняла, что могу справляться с трудностями вдали от своих друзей, от своих родных, что это все возможно, это все не так страшно, как кажется у тебя в голове. Даже без знания языка можно, в принципе, добиться того, чего хочешь. Главное все равно стараться разговаривать с носителями и
верить в себя. Вот такие были мои 2 месяца в Польше. Я знаю, что в будущем меня ждет еще больше трудностей, но в то же время будет много прикольных, интересных, позитивных моментов. И если вам понравилось это видео, если вам было интересно, если вам было полезно, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на меня и оставляйте в комментариях свои вопросы по поводу Польши. Я обязательно на них постараюсь ответить либо лично в комментариях, либо в своих видеороликах. И всем пока!